Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи со Спартаком Субботой и психоаналитиком. Он на связи. Спартак, приветствую вас. Доброе утро, добрый день, Александр. Спартак, ну, знаете, много, конечно, чего происходит, но я вот замечал, что у вас постоянно в наших беседах сквозит: а Зеленского вытерли ноги, с Зеленским там вот это вот. Послушайте, и вышло такое пророчество какое-то специфическое. Ну, то есть мы видели прошлые ситуации, но не могли подумать, что вывернется именно так. Ровно вчера, все произошло вчера. Значит, встречает Зеленский Рютте. Офисные, проофисные, все вот эти заряженные, а они есть, это становится достоянием общественности. Всякие разные товарищи выходят и говорят: Рютте лучшее ПВО, генсек НАТО целый исторический визит. В общем, обстрел жуткий, причем он продолжился и в течение дня. Тревоги, цирконы, в общем, поражение станций. Его повели, показали ТЭЦ, на Майдан сводили свечку поставить. Зеленский с ним брифинг провел, ответил на вопросы, где красной нитью прослеживалось, даже журналисты были заряженные, которые вопросы задавали, мол, Рютте, ну позвони Трампу, вот прямо сейчас, как Макрон, возьми телефон, позвони, скажи: негодяй Путин, нарушил перемирие, сколько там у них дней в неделе? 7, а у всех нормальных людей у них 4. И вот это вот все как бы с таким посылом, что Украина переговорную позицию перед Абу-Даби меняет, отправляет, собственно, вот в астрал, так сказать, вот это негодование и ждет Трампа. Но его ждать долго не пришлось. Он выходит и говорит: да, говорит, Путин красавчик, с воскресенья по воскресенье он выполнил свои обязательства. То, что он мне обещал, он выполнил. Да, неделя мало, да, морозы, люди страдают, но, с другой стороны, стакан наполовину полон. И хотя бы неделя – это уже хорошо в такой-то ситуации тяжелой для Украины. И понеслась сегодня утром. Политико пишет о том, что опа, а переговоры-то могут быть и успешными, хотя на них крест ставили очень давно. Как трактуете эту ситуацию и, собственно, какие ожидания от Абу-Даби на фоне вчерашнего позорища Зеленского? Александр, вот эта вот информационная волатильность, постоянная смена вектора, она говорит только об одном, что вектор на самом деле не меняется. Суть заключается только в том, чтобы понять, в каком направлении он движется. Движется ли он на самом деле в направлении переговоров, или это все откладывается. При том, что мы можем наблюдать, если мы просто будем, знаете, вот проблема оценки происходящего происходит тогда, вот она формируется, когда мы придаем этому эмоциональную какую-то коннотацию. Я бы не рассматривал это в контексте эмоций, я бы рассматривал это в контексте сухих фактов. Вот, например, сегодня он приехал, договорился, в следующий раз не договорился. Была сказана вот эта фраза, без оценки эмоциональной, была сказана вот эта фраза, переговоры случились, потом переговоры не случились. Был какой-то конкретный трек по Абу-Даби, получилось, вот это не получилось. Если мы будем брать сухие факты и опираться на логику, вот я постоянно, знаете, взываю там к логике. И вот есть такое понятие в логике, как законы логики. И вот первый и самый главный закон – это закон тождества. То есть А должно соответствовать А. Если мы говорим про переговоры, то переговоры должны соответствовать принципам переговоров. В том формате, в котором переговоры обычно происходят, их я не наблюдаю согласно информации, которую мы можем получить извне. То есть нет соответствия вот этому закону тождества. Я не вижу регулярных, односторонних моделей коммуникации. Украину пытаются продавить в положительном для меня смысле, то есть как бы это сейчас плохо не звучало, но я считаю, что историю с позиции Украины нужно продавливать, потому что политики украинские, несмотря на ситуацию, не хотят заканчивать войну, но они не понимают, что в этой истории в Украине невозможно победить по многим причинам. Помимо объективных рациональных, так есть еще операционно-эмоциональные причины. Нет смысла воевать дальше, нужно это все заканчивать, и у нас нет никаких шансов. Государство Украина обречена, вот именно как государство. Я вам скажу так, а нация украинская, как нация, обречена вне зависимости от того, какой будет исход войны. В силу индекса Так, а что рождаемости. вы вкладываете в понятие «нация»? В понятие нации
Это представители той, простите, скажу, украинскости. Я не думаю, что такое слово есть, но мы используем для того, чтобы было понятно. Представители той украинскости, которая была до 22 года, 24 февраля. Что я имею в виду, когда говорю о той украинскости? Это тех украинцев, которые были ориентированы на развитие, которые хотели развивать государство, которые имели потенциал для развития государства. Они выехали. Александр, они выехали. Они сейчас учатся в заграничных университетах, они уже тут рожают детей за границей. То есть такого уже не будет. То, что может предложить сейчас Яковичу украинская нация на территории Украины, называется выживанием. А то, что называется выживанием, к понятию качества жизни имеет очень слабое отношение. Потому, извините, что это квитивато, но я вернусь к вашему вопросу по поводу переговоров. Переговоры будут, потому что продавливается эта история, и Украине все сложнее и сложнее. А история с поддержкой Трампом трека, что Путин держит слово, а Путин держит слово. Это, я не знаю, зрители уже смотрели, наверное, много разных выпусков на канале с разными экспертами, все говорят одну и ту же вещь. Путин держит слово. Его можно там любить или не любить, он держит слово, в отличие от наших, сколько раз наши, и президент наш сколько раз нарушал обязательства. Очень поступает так, как это сказать, непонятийно, не по-пацански. Но и это приводит к тому, что у нас умирают украинцы, умирают и россияне, умирает много людей, которые как бы умирать вообще не должны и живут в ужасных условиях. Поэтому переговоры будут, они не будут положительными, и я не вижу в ближайшее время перемирия, потому что для перемирия нужна не просто заинтересованность двух сторон, а поддержка со стороны, которая будет каждую из сторон мотивировать идти на перемирие. А я этого не вижу по отношению к Украине. Ничто не мотивирует украинцев идти на перемирие. Ну как ничто? Погодите, а ситуация? Давайте так, слишком вы категоричны. Давайте это обсудим. Давайте. Что значит ничто? 40% согласно опросам говорят, да бог с ним, с тем Донбассом. Это официально опубликованный опрос. Да, надо уступать, пожалуйста. Это не мотивация сегодняшнего дня. Без света. Крупные города, миллионники. Люди понимают, за что они страдают. Вот вчера тоже такой эпизод был, да, был прилет ночной, позапрошлой ночью, достаточно крупный. И Зеленского спросили с Рютте, когда он стоял, говорит, а как ответите? Он говорит, это же феноменально. Он обычно говорит, блэкаут в Москве, там как потужно. Говорит, мы не будем говорить, как мы ответим, чтобы не давать козыри противнику. И тухнет Белгород после обстрела подстанции. Там в этот момент выступает Кипелов. Все как бы гаснет. Он продолжает выступление. Как бы акапельно, да, то есть без каких-то... без электричества люди, в общем-то, не расходятся. И мы понимаем, что... А Белгород также страдает, да, вот сейчас. Но это воспринимается не в плане какого-то удовлетворения. Я это заметил по соцсетям вот этих сообщений. Уже не так потужно это все воспринимается. Все говорят, ага, понятно. Все сразу оборачиваются назад. И как было хорошо, когда Трамп с Путиным договорились. Зеленский за бортом этого ожидания, понимаете? Вот это самое страшное для политика такого типа, специфического типа, как Зеленский. От него даже никто ничего не ждет. Все как бы увидели этот Белгород, но если раньше все радовались, говорили, вот вам Белгородская Народная Республика, а сегодня все так опять как бы с чувством разочарования на это посмотрели, потому что дальше кошмар будет продолжаться, и уже абсолютно никто не скажет, тогда бьют по Киеву, бьют по Белгороду, бьют по Харькову, значит, света не будет в обозримом будущем. Вы очень хорошо... Мне нравится, когда вы говорите, давайте поспорим, потому что я уже подразумеваю, что вы дальше дадите мне пищу для контраргумента. Если обратить внимание на то, что я сказал, для Украины нет никаких, Украины как политического ядра, нет никаких причин идти сейчас на перемирие, потому что у руля Украины не люди, которые интересуются другими людьми, у которых нет света, а люди, которые интересуются исключительно собственной выгодой. Если мы говорим про граждан Украины на территории Украины, они очень мотивированы, чтобы это закончилось. Но, Александр, давайте посмотрим правде в глаза. Мотивированы, чтобы это закончилось, и мотивированы, чтобы это закончилось на реальных условиях, это совершенно две разные мотивации. Реальные условия следующие. Вам дали леща, у вас
отняли все, что можно было отнять, причем ваши же управленцы. И вы должны пойти на примирение, потому что ваши же люди, ваш президент, ваши политики, у вас все отняли на тех условиях, на которых предложит Россия и Трамп. То есть вы должны примириться с тем, что вам будут предлагать люди, которые не имеют прямого отношения к вашим персональным страданиям. Украинцы сами по себе бы готовы были бы на это пойти. Внутренние опросы говорят о том, что люди уже устали, и настроение против Зеленского не очень положительное, несмотря на то, что его, конечно же, внутренние опросы показывают, что он такой молодец, и он вообще как атаман, его все любят, но на самом деле это не так. И мы это должны подразумевать, потому что чем больше я наблюдаю сейчас интервью, которые проходят, тем больше ругани в сторону Зеленского. Поэтому государство и управленцы у государства не заинтересованы, а люди, конечно же, стремятся к этому. Я же говорю, что уже как спросишь близких, которые живут на территории Украины, они говорят, Спартак без мата, никто не упоминает слово Зеленский в одном предложении, используют матюки, как правило, и, в принципе, можно даже не использовать слово Зеленский, все понимают, о ком идет речь. Потому нет, я не соглашусь по поводу того, что мы стремимся к перемирию. К перемирию стремятся люди, здравомыслящие, которые находятся на территории Украины, хотят воспитывать детей, жить и поднимать качество своей жизни. Люди, которые у власти, управленцы, которые отвечают за государство, они не заинтересованы. И они будут это постоянно срывать. Для меня эти переговоры, я вам приведу такую метафору, которая как она у меня отражается в сознании. Я вижу, как сидят за столом разные представители, причем и Китай сидит, Иран, Ирак, сидит Трамп, сидит Путин, сидят тут все управленцы из разных государств, и сидит Зеленский. И все играют в преферанс, или, допустим, представим в покер, и все играют в покер. И все видят, какие карты у них на руках. Россия понимает, что тут нужно сейчас еще потянуть, и должно получиться. Трамп имеет какие-то карты на руках и все остальное. А у нашего игрока, кем бы он ни был, Зеленский, что у этого дебила на руках карты Таро, и он не понимает, что с ними делать. Понимаете? И он такой смотрит и думает, и там солнышко какое-то нарисовано, 2 меча, и он такой, и он не понимает, он слюни просто не понимает, что делать, и блефует. Каждый раз блефует. Это, кстати, хорошая метафора, по поводу карты Таро. Мы к этому вернемся еще сегодня, об этих трахтибедохах поговорим, потому что это по вашей части, по части психоаналитика. Но я хотел бы зацепиться по поводу чужих, чужих, которые все отняли. Я вчера в шуме показывал мужчинку, он подъехал, у него друг, как он говорит, братан. То есть, человек такой абсолютно, не политик, ничего. Просто сейчас возможность такая, у всех есть телефон какой-никакой, камера. Какой-никакой. Хороший телефон с хорошей камерой. И он может записывать тиктоки всякие в соцсети, сторисы и все остальное. И он записал, что ему пришлось ехать и спасать машину, потому что человек на доставке работал, а его просто вытащили. Говорят, побьем сейчас машину, давай, вылазь. Но он не захотел, чтобы машину били. Уже несколько раз попадает в эти ТЦК, хотя у него есть все причины для отсрочки. Рассказывает в красках. И он тоже проводит такую мысль. Потому что забирают, получаются свои же. Хуже бурятов, говорит этот мужик за рулем. Хуже бурят. Мы, говорит, бурятами нас пугали, понимаете? А тут оказалось, что свои забирают. Причем условия такие какие-то дикие просто, неимоверные. Свои обдирают. Смотрите, это так улица, эта ситуация сама по себе такая уличная, ТЦК, это все. Хотя там тоже парадокс. Нам официально говорят, ни дня не обходится без нападений на ТЦК, но если какое-то видео, это ИПСО, это российская пропаганда. Так нам же наша же полиция, которая нас бережет, она же, она же подтверждает, нет, это русские. И как людям в массы это пропихивают. Света нет, большая проблема. Графики жесткие, отключение кошмарное, тепла нет, перебои пытаются восстанавливать, дома, Харьков воду сливают с большого количества домов, Днепр, везде перебои, очень тяжелая ситуация. Но нам выходят эксперты Украинского института будущего. Есть такой Станислав Игнатьев, и он нам под личиной заботы, надежды говорит же страшные вещи.
Це, звісно, питання, яке пов'язано з приладами накопичення електричної енергії. Тут також треба вводити державне регулювання. Хай наближаються мої колеги з Екофло і Блюеті, але з іншого боку ми маємо мати граничну ціну на 1 кВт годину електричної енергії, які будуть накопичуватись в цих накопичувачах електричної енергії. То есть, смотрите, это сейчас очень важно разобрать. Значит, он продвигает. Вообще, для меня стало таким открытием, любой, получается, маломальский там телеканал, ну, телеканал это как бы телеканал, эксперт, он имеет заряженные какие-то тезисы, то, что нужно вбросить в общество. И сейчас он вбрасывает немножко коцурбато, немножко, ну, так вот, неотесано, тему, что ты должен иметь особую цену на твой экофло, ну или там твою зарядную станцию. То, что ты как бы в аккумулятор помещаешь, это будет по другой цене, дружище. И вот так вот он это забросил. А что потом? Да? А потом куда он выводит эту мысль? Для того, чтобы прикрыть срам, прикрыть сенсационную, скажем так, государственную деятельность. Он говорит о том, что будет весна, будет солнышко. Вот давайте дослушаем. Щодо громадського транспорту, звичайно, зараз ефективніше всього працюють автобуси. На превеликий жаль, ми бачимо і в Одесі, в моєму рідному Харкові не працюють там тролейбусні парки, і через обмерзання, і через проблеми, які пов'язані з тим, що не вистачає електричної енергії. Нам треба переждати, грубо кажучи, наступний тиждень, і тоді над Україною буде сяяти надія на мир, і над Україною буде сяяти сонечко, яке нам буде дарувати нашу наступну весну, четверту вже під час війни. Вы знаете, если, исходя из этой логики, если уже зарядить, ну, в своей квартире свою электростанцию бесплатно, то скоро, наверное, налог на солнышко, которое будет сиять на небе через недельку, тоже надо будет заплатить. Есть прием в манипуляции массовым сознанием. И его по-разному называют, но одно из его таких вот названий – эскалация бреда. Навязывается бредовая система убеждений, которая сейчас кажется абсурдной, на фоне которой последующие заявления, которые будут менее абсурдными, но формальными, кажутся, ну, скажем так, реалистичными. Сегодня они говорят о том, что будет налог на солнце. Ну, это очень, я грубо говорю. Сегодня они говорят, что будет налог на солнце. Потом говорят, да ладно, вы что думаете, мы такие сумасшедшие, какой налог на солнце? Мы просто делаем налог на вот это вот. И вводят налог на что-то, что не является, естественно, солнцем, потому что это природное явление. А мы же, Александр, мы же помним, что все блага, земли и недра принадлежат Украине кому? Конечно же, украинцам. Так вот, и солнышко, и все остальное, конечно, они не будут вводить налог на эту всю историю, но они будут вводить налог на вещи, которые кажутся более разумными. То есть сначала для того, чтобы спуститься на человеческий уровень и отнять простые человеческие вещи, необходимо говорить о высокопарных вещах. И так работают даже сектанты. Александр, так работают сектанты. Сначала мы используем какую-то серьезную, масштабную, но пространную тему, например, будущее, институт будущего в Украине, такой-то оксимирон, будущее, еще что-то, то есть мы используем какие-то вот эти понятия, а потом мы даем какую-то приземленную тему. Нам нужно совершить массовое убийство. Понимаете? То есть так и происходило, например, может, вы знаете, это Чарльз Мэнсон, серийный убийца в Америке, был такой один из культовых серийных убийц, кто не знает, поинтересуйтесь. В общем, его же примитивные методы, которые связаны с тем, что он просто ходил со своей бандой и убивал пачки людей, идея изначально была высокая. Просветление, там, духовность и все остальное. А потом достичь этого можно вот таким вот путем. История с украинскими властями, с ориентацией на отнять все оставшееся приземленное, что есть у украинцев, основано на високопарних речах. Обратите внимание. Не здамось ворогу. Ми будемо терпіти, скільки треба, бо це воля України, ми як козаки. И так далее. Начинается вот, собственно, высокопарные речи. А потом казаки превозмогали, происходит эскалация бреда. Мы можем, как казаки, потому что мы потомки казаков, терпим. Никакого нам электричества. Или дополнительный налог. Сейчас, когда я это рассказываю в эфире с Александром Шелестом, это звучит безумно. Но когда это звучит с телевизора, у людей под давлением обстоятельств, в силу разрыва эмпатии, я напомню, когнитивное искажение, при котором человек допускает больше ошибок и мыслит менее критически, если его базовые потребности не удовлетворены.
он испытывает боль, он голоден, ему холодно, у него нет базовых факторов благополучия. Чем хуже живет народ, тем в большую хтонь и абсурд он готов поверить. И теперь история с экофлоу, с дополнительным налогом, с налогом, я допускаю, на роскошь в виде тепла в доме, налогом на благополучие, ты не можешь радоваться в этом государстве, у тебя нет права, ты должен скорбить. Ты идешь по дороге, эти безумцы остановили весь транспорт, минута молчания, умер какой-то человек, о котором никто никогда не слышал, причем важно, он сам принял решение туда идти. А если умер тот, кого мобилизировали, то почему вы панихиду устраиваете по человеку, который был убит Украиной же в пользу, казалось бы, Украине? Но нет. То есть поймите, Александр, и вот и зрители, что чем больше вы слышите, когда я слышу что-то моральное, высокопарное, я понимаю, что меня хотят поиметь. Всегда держите это в голове. Если используют какие-то сложные конструкты, это обман. Как правило, все сильно проще. Применяйте метод бритвы Акамы. Отсекайте ненужные сущности. Если вы слышите что-то моральное, моралистическое, сложное, это вранье. Так а тут все четко отсекается, вы же видите? То есть, ничего, недельку, давайте недельку потерпим. Неделька, сейчас потом солнышко, весна, ну, это так все же видят, после встретения. Нормального встретения. Не это и второго. смешно, знаете, но я стараюсь как бы не смеяться, потому что абсурд, бред. Нет, Да. так вот так это, понимаете, так это работает. Они календарь поменяли, но по сути, на что он намекает? Что сейчас вот солнышко, весна будет вступать в свои права, 15 февраля встретения, по нормальному календарю, и как бы солнце нам поможет, в общем, разгонят тучи, и, в общем, а то, что он до этого сказал, и сразу же, видите, какая же жесткая склейка в мысли, жесткая склейка. В Харькове проблемы, там экофло, то есть... Связи никакой, это все очень жестко, для того, чтобы человек понял, электротранспорт не может ходить, значит, надо, что я заряжу свой... С этими экофло скандалы же жуткие. Они приходят в пункты несокрушимости, люди, да, потому что там есть розетка. Они вставляют эту свою, там, большую, поменьше, побольше, вот эту станцию зарядную, а их оттуда гонят. Говорят, это телефон, чтобы ты зарядил, ты нам генератор посадишь, ты вот такой-сякой. То есть люди готовы хвататься, впиваться в горло, если человек кинул когда есть свет, со своей квартиры провод и подзаряжает свой электрокар, свою электромашину. Все выскакивают. Люди звереют в этом отношении. Благодаря вот таким экспертам в том числе. И зверство, и вот это разрыв эмпатии, о котором вы говорите, это же очень примитивная история. Опять-таки, вчера в прямом эфире я показывал блогера, который там на лимузине катается с девочками, пачки денег. Это такая мода сейчас у молодежи, вот этих особенно криптоны всякие, там, да, вот они пачки гривен, вот это все. Он там с бабкой поскандалил возле института Киевского национального Красного корпуса, а у него там музыка, лимузин арендованный. Выходит полиция и говорит, мы посмотрели, промониторили соцсети, увидели этого там Романа Стап, в общем, молодой блогер, говорит, мы его увидели, он там куролесит, мы к нему пришли, его сфотографировали как бы с полицейским, как задержали, прям как злостного преступника. Написали, что он по конец света куражится, хвастается пачками денег, вот он такой. А там же еще сейчас такая мода, сын Тины Кароль. Да? Он там так себя назвал. Хайп на фоне Тины Кароль мы с вами обсуждали. Он говорит, я сын, у меня все хорошо. Он с бабкой поскандалил, говорит, у меня всегда есть свет. А та говорит, вот вы мажоры такие-сякие. Полиция пришла. Что шьют? Мелкое хулиганство. То есть общество изначально, вот эта вот связь нации, общества и государства, вот этих понятий, превратилась в какую-то вообще белиберду. То есть, а что он говорит, что я нарушил? Так в том-то и дело, что ничего. Это в том-то и дело, что ничего. И что самое интересное, когда вы сказали про нацию, государство, страну и так далее, из-за того, что нет категоризации понятий, нет понимания того, что сейчас, то есть где мы находимся, в стране или в государстве, это народ или нация. У людей спутались эти понятия. И в связи с этим, Александр, мы потеряли субъектность. Мы не понимаем уже, за что идет война. Если задать этот вопрос гражданам Украины, за что идет война, люди скажут, за нашу независимость. Но чтобы воевать за независимость, нужно хотя бы знать, как она выглядит.
Ты должен примерно хотя бы понимать, что это такое, отец. Какая независимость? Ты же не знаешь, что это такое. Что такое независимость? Твоя независимость ограничена выбором трусов на утро. Это максимум, что ты сегодня можешь сделать. И то это выбор тех трусов, в которых ты поедешь потом в учебку, не по своей воле. Нет никакой независимости. Вопрос дальше. За что мы воюем? За суверенитет. Признано Зеленским, что нет у нас суверенитета, потому что мы клянчим признание у нашего, я кавичу, супер величайшего врага России. Вот Россия – это же великий враг сейчас со стороны Украины. Мы клянчим у них признать, пожалуйста, скажите, что мы суверенные. Это же первый пункт, пожалуйста. Мы просим Россию признать, что происходит вообще с этим миром. Мы боремся за суверенитет, мы не признаем себя суверенными. У нас нет, в принципе, всех признаков суверенитета, потому что земли наши и недра не принадлежат Украине. Дальше. История борьбы за что? Вот мы спросим, за что мы воюем? За то, чтобы русские что-то там нет. Еще раз, если мы слышим в коммуникации, мы воюем, чтобы у русских что-то не получилось, то мы не воюем за, мы воюем против. Эта игра проиграна изначально. У нас нет мотивации. Основная мотивация основана на том, что мы должны противодействовать кому-то. Александр, я вам скажу одну свою мысль. Я не знаю, скорее всего, меня зрители там заплюют в комментариях, но я хочу с вами поделиться. Я никогда не любил супергероев. Объясню почему. Суть супергероя заключалась в том, чтобы противодействовать суперзлодею, который всегда мотивирован и имеет идею. Вот любой фильм, мультфильм, везде, если мы посмотрим, где есть суперзлодей, это человек, который не является злодеем. Это человек, который просто выходит за рамки того, что понимает мир, пытается что-то сделать. Он делает изо всех сил. Супергерой просто сидит на заднице и ждет, когда что-то плохое произойдет, чтобы показать, что он на самом деле не зря казенные бабки проедает. Потому для меня идея с суперзлодеями и супергероями в рамках этой войны абсурдна. Нет ни суперзлодеев, ни супергероев. Каждый является злодеем по отношению к своему народу. И если, например, я не являюсь россиянином, у меня нет там русского паспорта или еще чего-то, я должен заботиться о том, что происходит у меня на территории. Я же говорю, Украина сейчас играет в игру под названием «Абсурдная смерть». Медленная и неизбежная. Мы идем туда. Это бред. Когда мы слышим о том, что мы недостаточно страдаем, вот я, конечно, прошу прощения, не вспомню кто, но кто-то на каком-то украинском канале, довольно популярном, там, полумиллионник или что, сказал то, что украинцы не умеют правильно страдать, они страдают недостаточно. Это сказал украиноязычный какой-то, из разряда как кто-то Портник или кто-то такой. У меня возникает вопрос, а что если я не хочу страдать, если это мне не близко? Я что, сразу антиукраинец? Я правильно понимаю? Видите? И вот, Александр, из такой дихотомии выбора украинцев поставили в очень невыгодное положение, в растяжку. Ты либо за, либо против. Третьего не дано. Вот так вы же видите, как это все транслируется и вовне, да, непосредственно на, так сказать, внешний контур. И потом мы задаем вопрос, а почему нас не понимают? Вот буквально 2 дня назад выходит, так сказать, глава Федерации Всемирной, в общем, глава ФИФА, президент ФИФА. Да. Выходит, и Джанни Инфантино делает заявление. Значит, мы должны вернуть Россию в футбол мировой, потому что этот запрет ничего не дал. Вызвал еще больше разочарования, ненависть. По его мнению, это помогло бы, если бы мальчики и девочки из России могли в футбол играть, да, в других частях Европы. То есть это хорошо. Да? Значит, после этого выходит Сибига и пишет у себя вот следующее в соцсети. Моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на неспособность России положить конец войне, будущие поколения будут считать это позором, напоминающим события Олимпийских игр 1936 года. Написал он и потом говорит, вот смотрите, там сколько там мальчиков и девочек не могут играть в футбол, их убила Россия. Ну и как вишенка на торте, да, я уже забыл, что есть такой. Он есть. Президент ФИФА на миротворце. И с подписью, да, с подписью, это тоже ведь очень интересно, моральный дегенерат.
Он участвовал в гуманитарных акциях агрессии против Украины, систематически поддерживал российским фашистским захватчикам-оккупантам, участвовал в информационно-пропагандистских провокациях со стороны России. И вот пишут там, кто он там, дата рождения, деятельность. Представляете? Миротворец президента ФИФА. Это ровно тот президент ФИФА, который Трампу вручал премию мира от ФИФА. Ну, новую. Ему же там надо, и он вручил. Это же он говорит о будущем, этом годе, да, когда там чемпионат мира по футболу, когда вот футбол опять давайте, тут Трамп заинтересован. Это же как бы модно, тем более там в том числе и в Америке будет проходить. А мы его миротворец. Кто такой президент ФИФА и что такое ФИФА, знают все, пожалуй. Ну, то есть большинство людей мира знают. Кто такой Сибига, не знает никто. И в целом в этот период, когда его не знает никто, я, честно говоря, даже рад. Потому что если бы узнали и увидели, как он разговаривает на английском языке, это представитель нашего государства в самый тяжелый для нее период. Представляете себе? Просто вникните. Это представитель, это лицо нашего государства в самый тяжелый для нее период. Человек, который не умеет в дипломатию. У нас нет дипломатов. Это я могу себе позволить назвать какого-то дегенератом в эфире, потому что я не дипломат. Но как только или если я стану дипломатом, моя риторика поменяется. Ты должен соответствовать, ты должен играть в эту игру по правилам. Есть принципы, Александр, которым нужно следовать для того, чтобы вести деятельность. По сути, Сибига и вообще украинское правительство ведет подрывную деятельность по решению конфликта в стране, по улучшению качества жизни. По сути, настоящие предатели – это они. Вот против них должны открываться дела о госизмене, о предательстве и о разглашении каких-то тайн. Потому что, честно скажу, Александр, они разглашают очень важную тайну миру. Знаете, какую? Что мы избираем дебилов в правительство. А это тайна. Никто не должен это знать. Но получается, что они ее разглашают. И получается очень в невыгодном положении. Потому надо обязательно завести уголовное дело. А теперь вот вам моя аналогия по поводу миротворца. Раньше я как будто бы думал, миротворец, типа что-то серьезное. Что я вижу такой миротворец сейчас? Мы с вами, у нас с вами не сильно большая разница в возрасте, потому я думаю, вы вспомните. В школе когда-то, когда вы там учились, вот были тетрадки. И эту тетрадку давали вот по кругу всем ученикам, там были какие-то вопросы. Какой мой любимый цвет? Это мы записываем. Вот мой любимый цвет – это синий. Там, вы там пишете. Там, называлось это анкета друзей. Да, анкета друзей. Кого я не люблю? Не люблю президента ФИФА. За что? Моральный дегенерат. Для меня вот это вот сейчас то, что я смотрю, вот этот миротворец превратился в анкету недоброжелателей. То есть просто анкета, где вы записываете, причем неофициальным языком. Я уверен, что они не знают ни слова мораль, ни слова дегенерат. У них нет понимания, то есть соблюдение законотворчества логического у них не присутствует. И для меня любая запись в миротворце, это сейчас уже больше похоже на введение черной такой книжечки обиженной пятиклассницы, которая, не подбирая слов, формирует список из людей, которые смогли, которые чего-то добились. А почему это как это работает, да, на уровне общественного сознания? Просто есть контрбаза, в интернете легко найти, это база 111. Значит, в Телеграме, там везде, в интернете, там сайт отдельный, и туда вносят, пособников режима Зеленского. Вот так она трактуется. И там вот эти люди, которые высказывания там их разные, которые работали, которые там сотрудничали, которые там, да, вот с офисом, с слугами, которые вот это оправдывали мобилизацию, издевательство над украинцами и многие-многие другие вещи. И слушайте, вот эти эксперты, они прям войну там устраивали, об этом тоже были публикации, натравливали полицию, натравливали всех. Как это так? Меня в базу? Да вот в такую? Ох! И причем сказать, что это там какая-то пророссийская база, имеется в виду, русские там за этим стоят. Нет. Там именно те фигуры, те личности, на котором, русским плевать, да, те люди, которые, в общем, там, показаны примеры спецопераций информационных, которые, вообще ни при чем здесь россияне. Локальные, очень локальные, я понимаю, чему вы говорите. Это просто какой-то, это просто даже не дело войны, да, это вот, и там вот это вот набор этих фигурантов, прям целый список, и они прям очень протестуют против этого. Казалось бы, а почему?
Ну вот есть же миротворец, туда там за кривое слово, там в свое время, помните, и Зеленская с Зеленским были во время выборов, когда его использовали этот ресурс. Есть Порошенко был миротворец, там, если не ошибаюсь. есть миротворец, есть антимиротворец. Так все же должны голоса звучать, а тут такой хай поднимают. Ну, еще раз, я к миротворцу не отношусь серьезно, а вот эта вот база 101 или 111, как вы сказали, простите. Да, Не база помню. 111. Ну, это по названию статьи, которые шьют всем подряд 111. Да. Вот как оно интересно. Слушайте, класс, метафорично. Да, в общем, база 111. Для меня это просто список подозреваемых в психдиспансер людей, которые, ну, просто... Почему они не хотят, чтобы их туда вносили, Александр? Они понимают последствия, которые последуют за тем, что они делают при этом режиме. Дело в том, что люди, которые внесены в миротворец, вот если тебя, я вам скажу так, если тебя внесли в миротворец, ты чего-то стоишь, потому что там такие люди внесены. Президент ФИФА. Ну, конечно. Глава разведки США. Как вам такой вариант? Прикольно? Прикольно. Вы внесены в миротворец, ребята, вы в лучшей компании. Вы... Как вообще понять? Смотрите, Александр, очень простая формула. Как понять, что там в Украине человек хороший? Его все ненавидят. Как понять, что человек плохой? Его все любят. Это не моя цитата, но это очень, очень похоже на правду. Вот миротворец, это вот вносит миротворец, ты сразу понимаешь, человек с мнением, он высказал его, не побоялся, имеет свою позицию. Люди, которые туда вносят, это обиженные, я же еще раз говорю, миротворец для меня это владелец тетрадки, обиженный владелец тетрадки, у которого никогда ничего не получается, в которую он выносит всех, кто смог, кто победил, у кого вышло. А у меня не вышло. А по поводу базы 111, потому что они понимают, какие будут последствия. И люди не хотят себя связывать с некоторыми людьми. Например, туда может быть внесен какой-то, одиозный представитель типа там Корчинского, например, да, и, к примеру, какие-то мелкие блогеры. И мелкие блогеры понимают, что они пересядут на бутылку такую же по размеру, на которую пересядет Корчинский, потому что у него есть какую-то базу. Вот они так мыслят. На самом деле до них никому нет дела. Они переоценивают свою значимость. И, ребята, если вас какую-то там базу 111 носят, вас просто зашеймили, вас оскорбили. Ну, то есть вас просто оскорбили, и не более. Если вас внесли миротворец, это знаете, как мне как-то мой там знакомый сказал, если на тебя не открыли уголовное дело, а он депутат, он говорит, если на тебя не открыли уголовное дело, то ты не дорабатываешь. Вот такая же история с миротворцем. Ты внесен в миротворец, значит, ты как-то свою позицию обозначил. Если ты внесен в базу 111, значит, ты свою позицию не обозначил. Ты обозначил позицию режима. И для меня, вот я вам еще такой, знаете, может, пример приведу. Есть люди, которые находятся в этой базе, в базе 111. Я не слышал про эту базу, но я просто понимаю, какие люди там находятся. Я видел список сам этих людей. И есть люди, которые, как вы правильно сказали, они очень местечковые, они очень локальные, они как бы, никто... И эти люди считают, поистине считают, что кому-то до них есть дело. И из-за этого растет их собственная значимость, потому что они видели, что они в одном списке с каким-то прям жестким там экстремистом. Прям на самом деле таким антиукраинским, потому что я считаю, что политика в Украине сейчас более антиукраинская, чем действия России. И он увидел, и его значимость выросла. И в этот момент он понял, что ему эта значимость не нужна, потому очень хорошо, что существует такая база. Человек понимает, что он не хочет славы. Все хотят, знаете, там говорят какие-то высокопарные заявления. Треба там москаляку нагиля, еще какие-то, знаете, вот это вот, ой, нам нужно там, и чтобы мобилизовать. А как только внесли в базу, сказали, хорошо, отлично, слушай, вот твоя идея, понятно, мы фиксируем, что она у тебя есть. Вот этой базе. И ты такой, так я ж не это имел в виду. Ну да. Знаете, то есть, страх вот этого публичного, да, все-таки животные мы социальные, но тем не менее. Трусы, они трусы. Прошлой ночью, вот смотрите, идет же, света нет, обстрелы, тяжелейшая история, переговоры, все в ожидании, что будет. Прошлой ночью выходит Сережка Притула и говорит, североамериканский тур «Единосбор»,
постепенно движется к финалу. Сегодня отрабатываем еще Вашингтон. То есть формулировка. Отрабатываем. Послезавтра Чикаго. Буду еще постфактом рассказывать о встрече в Канаде, в США, которую мы проводили с Мировым конгрессом украинцев и 412-й бригадой. Сейчас же могу сказать, что отработали хорошо. И ресурса для покупки антишахедных дронов побольше. Всем желает тихой ночи и публикует свою фотографию, да, Светлыну, Александр. Светлыну, да, светлыну возле Капитолия. Понимаете, в чем дело? 2 раза он употребил это слово «отрабатывает», чтобы люди... А многие же говорят, да елки-палки, ну, мы тут без света, без тепла, без воды. Усик в Таиланде, или там фотографируется с боксерами российскими. И ничего страшного. Когда потому что рядом с шейхом не считается. Ну, понятно, да. Это же рядом с шейхом, поэтому нормально. Можно с российскими боксерами фотографироваться. Возвращать, значит, в спорт нельзя дегенерат, президент ФИФА. А Усик, ну, если шейх, то можно. Понимаете? Притула в Канаде, в Америке. То есть, они же что делают? Они же работают. А мы сидим без света и работать не можем, потому что наша работа зависит от света, от графиков отключений и всего остального. Вот такая вот история. Порадоваться надо за них. Они вот делом занимаются. Антишахедные дроны добывают. Ну, или как, ресурс для антишахедных дронов. Моя позиция по поводу донатов, я вам уже рассказывал когда-то. Я не сторонник донатов, не потому, что мне безразлична жизнь украинцев, не поэтому. Мне жаль, когда люди умирают, досадно, потому что я считаю, что как раз один из важнейших ресурсов во всем мире – это кадры. Так еще Сталин говорил, что кадры – это самое важное. И я считаю, что граждане Украины – это очень важный ресурс, он заканчивается, уезжает из Украины. Следующее поколение это уже не будут украинцы, те, которые выехали, это будут уже там поляки, там венгры и так далее, и испанцы, итальянцы. И мне досадно, что так происходит, но моя позиция следующая. Я считаю, что если кто-то донатит вот таким людям, как Стерненко, там, не приведи Господь, Лачин или там и Притула, это нужно фиксировать, это перепись дебилов. Перепись дебилов, которые впоследствии, если он будет голосовать, его голос должен делиться на два. Знаете, как будто бы... Потому что это же человек, который не понимает, что происходит на самом деле. Ну, я по поводу того, что голос должен делиться на два, я шучу, потому что их голос в принципе является неважным, хотя он будет на что-то влиять, но он будет влиять на территорию, на которую уже большинство украинцев не вернется. Но я считаю, что значимость этих людей очень большая, и она не в положительном ключе. Это не незначимые люди, это люди значимые, но они делают не очень хорошие поступки. Они не ориентированы на благополучие государства, они ориентированы на то, чтобы просто где-то потом показать, вот смотрите, я хоть и был в США, но я задонатил. Они покупают себе индульгенцию ценой продления умирания украинцев. Это очень большой скачок. Сейчас это звучит как манипуляция. Александр, я все понимаю, да, зрители, я понимаю, что между донатом и смертью украинцами очень большая пропасть, но вся вот эта цепочка, которая проходит между дополнительные донаты, значит, можно еще немного украсть на том, значит, можно украсть и из бюджета, и взять из донатов. Пока есть деньги, мы можем что-то там обеспечить. То есть цепочка на самом деле есть, она прослеживается, эта связь. Поэтому я понимаю, как мое заявление звучит спекулятивно и манипулятивно, но поверьте, на самом деле, как бы это ни было, так оно и происходит. Каждый следующий донат в сторону вот этих вот персонажей, он просто продлевает умирание. Понимаете, тут вообще последнее время я тоже хотел это с вами обсудить, потому что люди, они как бы растеряны. Добро и зло, да, силы добрые и там злые, светлые и темные, вообще все перемешалось, Спартак. И все об этом говорят, как так и надо. Да? Причем и на мировом уровне, и на внутренне-локальном.
Вчера, значит, ну, это уже неделю, где-то около недели длится, Мендель написала, помните, о том, что Ермак – ведьмак, вода с трупа, с мертвых и так далее. Вчера она публикует вот такой, скажем так, свой... Ну, на нее начали хейт, в общем, выливать огромное количество. И она типа ответила, говорит, Ермак... На женщину. На женщину это. Ну, на Юлию Мендель, да, на нее хейт, что она вот это вот поднимает вот эти чернокнижные темы, у себя там пишет, вот это посты, значит, раньше молчала, была пресс-секретарем, Ермак был при власти, а сейчас вот это варежку раскрыла, и она публикует, что Ермак вербовал мужчин через постель в свою секту, а потом дарил им магические браслеты. По поводу этих браслетов тоже там она до этого писала. И вообще вот это вот эзотерика, да, вот это вот все. И все говорят, ну, как бы эзотерика, да. Сразу прикрутили очень известную ведьму украинскую Марию Тихую к этому. Но я хочу, чтобы сейчас мы проанализировали вот сам посыл, да, вот людей запутывают. Да, вот у этой Марии Тихой есть прогнозы, она на картах Таро говорит, кто куда будет стрелять, кто куда... Ну, вот этих картах Таро, которые в раскладе покерном у Зеленского, понимаете, находятся. У всех там короли, дамы и так далее, а у него карты Таро. И он сидит за столом с этими игроками. Не понимает, что происходит, да. Вообще. Ну, понимаете, в чем дело? Так, что козырь? Нет, ну, смотрите, козырь очевиден. Да? Козырь – это вот эта приверженность к темным силам. Мендель проводит, ну, Мария Тихая проводит эфиры и, в общем, там, ну, там по обстрелам, то есть у этого есть свой зритель, своя аудитория, и она очень популярный человек вот по своей стезе, там всякие порчи, привороты и так далее, то есть защита, она интервью раздавала неоднократно. И вот у нее спросили про Ермака. То есть, смотрите, тут есть 3 таких момента, которые надо обсудить. Первое, вот это, ну, крутил, и что дальше? То есть, она не подтвердила конкретно, что да. Но из ее ответа понятно, что, ну, как бы это правда. Ну, контекст понятен, да? Но она говорит, ну, крутил или не крутил, а какая тебе разница? Ну, это как бы, что, боитесь его колдовства или что? Она начинает с этого. Дальше рассказывает свою там эту интересную историю по поводу Царева, который у себя, ну, там, одиозный политик еще там с 2014 года, который там на стороне России, да, еще с тех, до вот этих моментов. Хотя как бы в российском официальном дискурсе тоже очень такой, тоже одиозный человек. Он там очень много критикует и всех остальных. Он двинул такую... Она сразу переключает на, ну, вот, кого-то, кто в миротворца, понимаете? Переключила. Говорит, смотрите, он выставил фотографии мои, кстати, самые красивые, что я руководила Ермаком. Я ведьма и руководила Ермаком. То есть она как бы не подтвердила, что она работает, но тоже косвенно подтвердила, что она занимается вот этими всеми вещами. А потом она говорит очень важные слова. Ну так а что, его посадили? Посадили? Нет. Ну, значит же, помогло. Спартак, ну тут надо, как психоаналитик, ваш профессиональный взгляд на эту историю. Я давайте скажу как клинический психиатр. Это моя специальность, потому я скажу именно с точки зрения психиатрии. То, о чем она говорит, это психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями. Рекомендую, книжка называется «Психические расстройства с религиозно-мистическими переживаниями», написал Пашковский. Очень хорошая книга, в которой описываются подобные явления. Первое. Второе. Обратите внимание на эту очень хитрую, но она хоть и хитрая, но манипуляция сама по себе примитивная. Помните, я говорил, корреляция не равно каузация. Если что-то произошло после чего-то, это не значит, что оно произошло вследствие. Ермака не посадили не потому, что помогли фенечки, а потому что у нас полностью прогнившее управление, и общество деградировало, но не понимает, что нужно делать. Вы можете себе представить, что какую бы там фенечку ему не искрутили, какую бы куклу Вуду, какую бы мистическую, прошу прощения, анальную пробку бы он себе не засунул, если бы он находился в США и поступил так, и сделал так в США, он бы сел. И сел бы надолго. Потому, когда мы говорим об этом, это не вопрос магии, это вопрос просто деградации нашего общества, деградации управленческих порядков. Не больше, не меньше. Потому ошибка в данном тезисе, что он сел, он не сел, еще раз напомню. Причинно-следственная связь не всегда так работает.
Если что-то произошло после чего-то, это не значит, что оно произошло вследствие. То, что он на свободе, это не значит, что помогла магия Вуду. Или там какие-то фенечки. У нас уже достаточно этого сатанизма. Ну, именно под сатанизм я не подразумеваю сатанинское учение Лавея. Я подразумеваю именно антихристианские тезисы, антихристианские действия. Неудивительно, почему они истребляют церковь. Церковь с этим, ну, как бы не согласилась бы, и ни один здравомыслящий человек не пойдет на то, чтобы что них собирать воду с трупа. Блин, это ж время надо на это, понимаете? Человек воду с труп, где они воду? Это нонсенс. Они собирали воду с трупа, и он носит вот эти фенечки. Но это все, что нужно знать про управленцев. И представляете, люди, вникните, вами управляют, и на качество вашей жизни влияют люди, которые на гробах там носят эти фенечки, на гробах держат какое-то время и воду с трупов собирают. Мы докатились, это древний строй, понимаете? Мы докатились Нет, до уровня подождите, шаманизма. древний строй, это, конечно, да, там есть придворные колдуны, придворные там маги, то есть они это все, ну, как бы это говорят там в полушутку там между собой, но тут же, по сути, это так и есть. Но проблема этих всех вещей, там, веришь, не веришь, в Библии написано, дано вам будет по вере вашей, это как бы да. Но тут есть очень важный момент. Вот эти, все равно есть силы темные и светлые. Что-то эта сила всегда просит взамен. Что-то взамен. А мы понимаем, что взамен. Неостанавливающаяся война, страдания, горе людей, смерти людей на фронте, которые не останавливаются. И получается, что, условно, воины света, у нас же так с 22 года называют вооруженные силы Украины, воины света управляются людьми, которые занимаются черной магией. Это слом абсолютное сознание. Это не просто даже... Знаете, мне хочется подобрать такую корректную... Есть такое понятие, как метафизическая интоксикация в психиатрии. Метафизическая интоксикация – это тип нарушения мыслительных процессов, нарушения расстройства мышления, при котором чрезмерное количество магических факторов влияют на сознание человека таким образом, что он теряет связь с реальностью. И он начинает действовать в соответствии с этой системой убеждений. Не играет роли, существует сатана или не существует, черная магия есть или нет. До тех пор, пока эти идиоты действуют так, как будто бы она есть, она реализуется. Вот вся проблема. Понимаете, в чем? То есть неважно, на самом деле она есть или нет. Он выстраивает управленческий процесс таким образом, как будто бы она есть. Делает все так, как будто бы она есть. Из-за того, что государство находится на самой низшей своей точке когнитивного потенциала, мы сейчас все очень резко отупели по сравнению с тем, как было до войны. У нас очень сильно снизилось качество жизни, много давления, кто-то преследуется, у вас постоянно какие-то проблемы. То есть мы находимся на позиции не лучшей своей формы. И в этой ситуации использование таких тезисов, использование таких методов, оно просто позволяет этому реализовываться. И это усугубляет. Принятое решение на основании не здравого смысла, а магических ритуалов и черной магии какой-то приводит государство в хтонь и превращает, без шуток, реально ад на земле. Он превращает государство в ад на земле. Это лишено какого-то здравого смысла. Нет никаких здоровых аргументов, почему это должно происходить. И даже если, допустим, в правительстве США, там, Франции это происходит так же, это не происходит так очевидно. Этим не кичатся, это не носят на людях, не демонстрируют и не склоняют других. Тут же смотрите, какая еще история. Ну да, и что дальше? Меня, если честно, вот поражает вот эта ситуация. Ну да, и что? Ну, мол, а что ты можешь сделать? Да, это безнаказанность абсолютная. Понимаете, вот мы же масштабируем, мы обычно там, ну, как вот последние дни в эфирах, да, это сейчас файлы Эпштейна, да, вот это все рассматривают, это все высказываются по этому поводу. Да. Мы говорим файлы Эпштейна, ну, в эфирах, я имею в виду с гостями, да, а потом переходим к вот этим нашим маленьким Эпштейникам, да, там Ермак, Ведьмак. Эпштеныши, да. Эпштеныши, да. Вот эти все ведьмы, вот эти все вещи. Смотрите, и то, и другое, это вот как бы проекция друг дружки, выстраивается в ложную, конечно, связь, потому что это вообще о разном. Но и везде есть такой аргумент, типа человек хочет казаться циничным и говорит, и чё? Ну вот, понимаете, и что? Ну вот, да,
Да, ну вот да, ну крутит фенечки. Или, например, ну да, ну вот эти все там, да, элиты, вот этот ужас планетарного масштаба. Ужас Мгм. планетарнейшего масштаба. А все говорят, ну такая, ну да, да. Переписки, все со всеми терли, все со всеми обсуждали, отдельные элементы были запечатлены за вот этими вещами, да, за этими занятиями. Тоже там жертвоприношения, вот эти все вещи. Сразу там искусственный интеллект подключили, начали там генерировать фотографии. А все говорят, ну и что? Вот это вот ну и что, понимаете, ну, как-то выводит из себя. Получается, когда ты говоришь ну и что, то ты же будешь готов, что к несправедливости по отношению к тебе лично тоже скажут. Ну и что? Да? Когда что, ну да, там война, ну и что? Обстрелы, ну и что? Обидели, там, по-зверски поступили, ну и что? Это ну и что, как снежный ком, но его транслируют. Почему? Таким образом, понимаете, Александр, с точки зрения массовой психологии, психологии масс, если быть конкретно, книжка есть такая хорошая, рекомендую прочитать. Деклассификация ценностей приводит к тому, что любой следующий поступок, который будет более аморальным, будет подвергнут такой же оценке, как предыдущий аморальный. Вы где-то могли слышать об этом как окно Овертона. Мы сначала делаем, вот этот тезис, ну и что, в такой ситуации, потом еще какая-то ситуация, потом украли миллиарды, ну и что? Потом умерли люди из-за того, что украли миллиарды. Ну и что? Мы же уже поговорили о том, что украли миллиарды. Что, мы опять будем об этом разговаривать? Фенечки крутят из трупов или еще что-то. Ну и что? Потом люди, которые крутят фенечки из трупов, управляют государством так, что люди умирают. Ну и что? Ну мы уже обсуждали это, что мы опять будем это обсуждать. Значимость снижается за счет повторяемости. И передается этому низкий статус. То есть статус значимости маленький, и как следствие у людей нет возможности впоследствии это предъявить. И каждый раз, когда будет снова вспоминаться эта информация, Александр, я вам гарантирую, это будет так. Ну, боже, ну мы уже об этом говорили. Будем опять говорить про финички Ермака. То есть обесценивание значимой информации за счет регулярного повторения его в поле как незначимой. Таким образом, вся информация в медиаполе, она превратится всего в две категории. Незначимая информация и русский след. Все, других источников нету. Ты либо русский след, преследуешь какую-то идею, ты пророссийский, либо смысл об этом говорить. Мы уже об этом много раз говорили. И это будет приводиться в пример людям так долго, пока полностью воля украинцев не пропадет. То, за что сейчас борются, они ее лишатся. Но с другой стороны, это ведь работает и в обратную сторону бумерангом. Вот, например, такой очень интересный, давайте закончим и точку поставим на этих новостях шоу-бизнеса, да? Значит, это потрясающая на самом деле история. Бигус, целый Бигус, студия, расследователи, Сексот агент, секретный сотрудник, Сексот секретный сотрудник СБУ, но он уже как бы камин-аут совершил, пошел типа служить сам Бигус, его же студия работает. Есть такой цыган, Петро Черный, певец. Он поет, да, і вони його розкрили, представляєте? А це заслужений артист України Петро Чорний. Це звання не я придумав, це він сам себе так називає. Як державний співак, то якщо люди під час війни їздять, то я їжджу з Кравчука. Як державний співак. Хоча ні, це роздратований заслужений артист України Петро Чорний. Ви спочатку розберетесь, де речі, а так от, наприклад, ви підходите, каже, я хочу запитати вас до благодійного, а починаєш, заходиш із заднього прохода, вот так вот краешь, милый, мы то, что ты хочешь знать, я высрал давно уже, понимаешь? Все, дякую. И к цыганам так не надо обращаться. Если я здесь, ты лучше свою породу подвинь. Чорний злиться, бо почув наше запитання. Запитання про те, як так вийшло, що весь минулий рік на закордонні концерти з ним під виглядом музикантів кожен раз їздили різні чоловіки, які в Україну більше не повернулися. То есть они его настигли вопросом и получили, хамский ответ. Вопрос в чем? Значит, он ездил на благотворительные концерты и под видом музыканта, барабанщика, осветителя, еще кого-то вывозил за $5000 мужиков, а те оформляли эту командировку и не возвращались. Класс. И вы понимаете, в чем дело? Так он Петро Черный. Сколько, получается, спас украинцев? Ну и что? Так все так делают.
Уезжают в командировку и не возвращаются. Но на Позывной это же Шиндлер. сказать, ну и что? Вы что? Александр, позывной Шиндлер у него будет. Знаете этот список Шиндлера? Это просто та же история. Молодец, спасает жизни украинцев. Я считаю, что украинцам, которые не хотят умирать на территории Украины, делать нечего. Все. Если ты готов умереть, причем в ужасных условиях, да, это твой выбор. Я как бы уважаю, смотрите, я уважаю право выбора, свободу и право выбора. Но и не обязан уважать ваш выбор. И вот выбор людей, которые хотят умереть на территории Украины под давлением власти, ну, как бы, окей, это их право, но я этот выбор как бы не очень уважаю. Но тут возникает встречный вопрос, а что тогда делать? Что ты предлагаешь? Ну, как бы очень многие люди уже уехали, есть возможность, уезжайте. Нет возможности, все понимаю, мы уже об этом говорили, понимаю, тогда тут только превозмогать, и вам поможет только стоицизм. Стоицизм и здравый рассудок. Может быть, еще антидепрессанты, если вдруг что. Это тоже нужно рассмотреть как вариант. Знаете, у нас неприменимо «ну и что» по отношению к черному по причине того, что он действует в соответствии со своими убеждениями, которые все-таки преследуют какие-то моральные и нравственные законы. Соблюдение принципа паритета. Не умирай, если не хочешь умирать, по возможности этого избегай, делай свою жизнь лучше и помогай другим. И напоследок я хочу сказать, вот мне мой приятель, человек не духовный, но почему-то такую фразу мне сказал. Для того, чтобы жить благополучно, нужно всего 3 вещи. Контроль мыслей, контроль эмоций и не мешать другим людям жить. Потому я всем желаю не мешать жить другим людям и реализовать свою жизнь в соответствии со своими убеждениями, оставаться живыми и заботиться о близких. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Александр, вам. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.